Антон погладил Зорьку, которая пряталась в старом сарае за огородом. Последнее время она стала давать меньше молока, и дед Семен начал относиться к ней совсем по-другому. То подгонит лозинкой, то скажет какое-нибудь грубое слово. Антон не понимал деда в этом вопросе, ведь корова все равно оставалась их кормилицей. Да, немного округлилась в боках, но то, что она стала давать меньше молока, по мнению мальчика, не было поводом ее ругать. Зорька, будто чувствуя, что Антон не собирается причинить ей вред, спокойно принимала ласку мальчика. Антон поглаживал ее теплую морду и угощал кусочком ржаного хлеба, который принес из дома. Вдруг он услышал, как его зовет дед. Антон тихо сказал Зорьке, что ему пора идти, и побежал. Семен, увидев внука, сразу догадался, где тот был, и снова начал его ругать, попутно наговаривая на корову. Антон попытался защитить Зорьку, но спорить с дедом было бесполезно. Семен только отмахнулся и отправил его колоть дрова, а сам взял веревку и повел корову на выгон за деревней. Он подгонял ее лозой, а Зорька шла, стараясь идти как можно быстрее. Дойдя до пастбища, дед привязал ее к деревянному колу и, торопясь, пошел обратно домой по своим делам. Зорька спокойно жевала траву, как вдруг решила пройти чуть подальше. Веревка, привязанная в спешке, быстро ослабла, и узел развязался. Почувствовав свободу, корова, не раздумывая, пошла туда, куда вели ее глаза, время от времени щипая свежую зелень по дороге. Она словно давно ждала этого момента и теперь наслаждалась каждым шагом. Постепенно она вышла к березовой роще. Здесь все казалось новым. Свет пробивался сквозь листву, в воздухе пахло влажным мхом и лесными цветами. Зорька шагала, пока не оказалась у неглубокой речушки. Она не знала, что недалеко находилось волчье логово, и за ней уже внимательно следили. Корова опустила голову, чтобы напиться, но не успела. Из-за кустов тихо выскочил молодой волк и приготовился к прыжку. Но в последний момент вожак стаи не позволил ему напасть. Вожак подошел первым, обнюхал Зорьку, а та, чуть шумно фыркнув, втянула запах волка своими широкими ноздрями и вдруг лизнула его большим шершавым языком. Вожак замахал хвостом. Эта стая была сыта. Возможно, именно поэтому он решил не трогать корову. Но, может быть, он почувствовал что-то еще. Оказалось, что вожаком была не волк, а волчица. Она развернулась и, словно приглашая, повела Зорьку в сторону логова. Корова шла рядом, а, подойдя, неожиданно облизала волчат. Однако не все волки в стае были рады такому соседству, и вряд ли Зорьке удалось бы остаться здесь надолго. Она, похоже, понимала это. Тем временем солнце клонилось к закату. Неожиданно корова тяжело опустилась на землю. Ее бока вздымались, дыхание стало прерывистым. Волчица-вожак встала между ней и остальными. Те уже недобро косились и рычали. В это время Антон, взявшись искать Зорьку, пришел на пастбище и обнаружил пустой кол. Он стоял в нерешительности. Бежать к деду или попытаться найти корову самому. Мысли метались. Но он решил, что пусть уж дед потом ругается, чем сейчас корова окажется в беде. Мальчик вошел в рощу, двигаясь прямо, тихо, окликая Зорьку. Голос он делал не слишком громким. В лесу было жутковато. Он продирался сквозь густую высокую траву, раздвигая руками паутину, пока не стало совсем темно. Вдруг послышался протяжный волчий вой. Антон похолодел, но почему-то решил проверить, что происходит. Он надеялся, что это не имеет отношения к Зорьке. Вой доносился со стороны реки. Мальчик двинулся туда. Уже было слышно журчание воды, когда он осторожно раздвинул кусты. То, что он увидел, он запомнил на всю жизнь. Его корова лежала в окружении волков. Один из них стоял между ней и остальными, отгоняя их. Да он же ее защищает. Но почему? Мелькнуло у Антона. Времени размышлять не было. Он вспомнил, что дед рассказывал.
Волки боятся огня. Мальчик сунул руки в карманы и нащупал коробок спичек. Он вспомнил, что сегодня разжигал печи в бане, и по привычке положил спички в карман. Теперь нужно было найти что-то для факела. Антон быстро сорвал крепкую сухую ветку, снял с себя рубаху, набил ее мхом, собранным с земли, и намотал на палку. В это время со стороны реки раздалось рычание и звуки драки. Стая напала на волчицу, защищавшую Зорьку. Дальше медлить было нельзя. Прикрыв ладонью горящую спичку от ветра, он поднес ее к рубахе. Сначала показалось, что пламя погасло, но через миг огонь разгорелся сильнее. Антон выдохнул и, подождав несколько секунд, с криком бросился в самую гущу событий. Волки, увлеченные нападением, не ожидали такого поворота. Они рассыпались в стороны. Осталась лишь волчица. Израненная, но все еще вставшая на защиту. Антон быстро сложил поблизости мох и сухие ветки, развел костер, чтобы отпугнуть стаю, если она вернется. Подойдя к Зорьке и волчице, он увидел, что корова жива, хотя и дышала тяжело. Волчица же получила серьезные ранения. Порванная пасть, окровавленные лапы. Вдруг кусты зашевелились, и на поляну выбежали 4 волчат. Они подбежали к матери, та осмотрела их и, убедившись, что все в порядке, опустила голову. Антон стоял в растерянности. Помочь нужно и Зорьке, и волчице. Но тут корова напряглась, и прямо на его глазах родила теленка. Мальчик даже не сразу поверил в то, что произошло. Вдруг где-то рядом раздался выстрел. Антон понял — это дед Семен. И вскоре он услышал, как тот зовет его. Мальчик откликнулся, и дед, выйдя на поляну, отбросил ружье и крепко обнял внука. Оказалось, он сильно переживал, узнав, что Антон ушел искать корову, и сразу бросился в лес. По дороге ему встретились несколько волков, но они разбежались после предупредительного выстрела. Антон рассказал деду все, что случилось. Семен замолчал, осознав, почему Зорька стала давать меньше молока. Она была беременна. Его пробрал стыд. Прямо там он пообещал внуку, что больше никогда не будет так с ней обращаться, и попросил прощения. Антон согласился, но при одном условии — они должны помочь раненой волчице. Дед без раздумий согласился. Они перевязали ей лапы, Антон нес теленка, Зорька смогла идти сама, а волчата трусили за ними. Так они дошли до дома. Понадобилось много дней, чтобы волчица окрепла. Все это время волчье семейство жило в сарае вместе с коровой и теленком. Когда волчица поправилась, Семен с Антоном отвели ее с детенышами обратно в рощу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.